Здравствуйте. Мы с вами продолжаем говорить о теории привязанности. И сейчас речь пойдет как раз о практических приложениях тех результатов, которые дали исследования в области теории привязанности. Мы с вами уже говорили о том, что и многочисленные наблюдения, и лонгитюдные исследования, они показали существенную устойчивость тех стилей привязанности, которые были сформированы в раннем детстве. И также Джон Болби собрал большое количество свидетельств того, что при неблагоприятном формировании вот этой привязанности, в общем-то, имеют место далеко идущие последствия, связанные с неблагополучием семейной жизни, с неблагополучием вообще, так сказать, общения, межличностных, так сказать, связей, да, которые устанавливает или пытается устанавливать вот тот или иной человек, в том случае, если в его раннем детстве имели место какие-то вот эти травмы привязанности. И надо сказать, что после публикации работ Джона Болби по теории привязанности, в общем-то, действительно последовало довольно много различных изменений практических. В частности, вот мы с вами говорили на прошедших занятиях там, про синдром госпитализма, мы говорили про наблюдение Джона Болби за процессом и последствиями воспитания детей и подростков в учреждениях интернатного типа. И как раз вот режимы, так сказать, да, и больничного содержания, и правила, так сказать, и режимы воспитания детей в интернатных учреждениях, они были существенно изменены после того, как вот эти труды по теории привязанности были опубликованы. В частности, для того, чтобы не было вот этой травмы привязанности, чтобы не было травмы разлучения, в обязательном порядке. Сначала в западных странах, впоследствии, так сказать, это было очень быстро введено и в странах социалистического лагеря. Вот тогда, так сказать, в это время, во второй половине XX века, ближе к концу XX века. Да, и, в общем-то, в нашей стране тоже это правило было введено. То есть если необходимо положить на лечение ребенка маленького, да, вот в этот период, сензитивный период формирования привязанности до 3 лет. Или если маму такого ребенка надо полечить в больничных условиях, да, то все-таки начали достаточно строго вводить правила, что необходимо госпитализировать их вместе. То есть не разлучать их надолго для того, чтобы не было вот этой травмы привязанности. Аналогичные, так сказать, изменения были введены в тех, так сказать, учреждениях, которые, скажем, занимались воспитанием маленьких совсем детей младенческого возраста. Вот мы с вами говорили о том, что значит, синдром госпитализма был описан в ситуации, когда, в общем-то, действительно отсутствовало то, что Джон Болби назвал, да, вот эти вот глубокие личностные, эмоциональные, так сказать, отношения ребенка и взрослого, да, вот то, чего не хватало детям, когда действительно был описан вот этот синдром госпитализма. И вот для тех учреждений, которые вот вынуждены, да, осуществлять воспитание и уход за очень маленькими детьми младенческого возраста, также были изменены режимы содержания, режимы, так сказать, ухода и воспитания, и уже в разы было увеличено количество персонала. Этот персонал был обучен специально для того, чтобы к одному, так сказать, медицинскому сотруднику, вот этому воспитателю, вот этих маленьких детишек, да, пока еще находящихся на молочном вскармливании, значит, эти сотрудники, они должны были
так сказать, устанавливать контакт с небольшим количеством детей. То есть это не один сотрудник, который формально, так сказать, раздавал бутылочки и собирал их, да, у большого количества младенцев, а это человек, который лично общался максимум где-то с 5-6 младенцами, лично к ним обращался по имени, взаимодействовал с ними, брал на руки и всячески как бы восполнял тот дефицит материнской заботы, который, в общем-то, был у этих детей, как правило, детей брошенных, как правило, или детей, которые потеряли своих родителей. То есть как бы был принят, так сказать, было принято решение идти по пути вот как бы восполнения, да, вот того, значит, опыта эмоциональных, так сказать, да, вот этих позитивных, личностно окрашенных эмоциональных отношений между ребенком и взрослым, который является очень важным фактором благополучного формирования привязанности. И если говорить об интернатных учреждениях, в которых уже находятся дети и подростки, то там также были изменены режимы содержания очень существенно. И вот эти как бы правила, по которым надо было общаться с детьми, они, безусловно, были максимально приближены к семейным условиям. То есть, опять же, это в разы увеличенная, так сказать, численность персонала. Персонал специально обучается для того, чтобы действительно эти люди могли восполнить вот этот дефицит общения ребенка и взрослого, который испытывали дети вот в этих интернатных учреждениях вот в те времена, когда еще не было осознанно то, к каким последствиям это может приводить. И для того, чтобы проиллюстрировать некоторые как бы последствия, да, которые здесь могут быть, давайте я назову и некоторые, так сказать, вот иллюстративные материалы, которые можно довольно легко найти в интернете, и опишу некоторые конкретные случаи, которые как раз вот, могут быть примерами того, как все это может выглядеть на практике. Итак, вот если говорить о такой вот иллюстрации, значит, реакции ребенка на разлучение, да, есть достаточно популярный в интернете, там психологи его, так сказать, смотрят, изучают, обсуждают. И это не единичный фильм, таких фильмов довольно много. Вот есть такой фильм, который называется «Джон». И вот этот фильм, он документальный, он фактически посвящен прослеживанию изменений эмоционального состояния ребенка, которого поместили в приют на время, когда у него появится, так сказать, братик или сестренка, то есть его мама находится на, так сказать, завершающих стадиях беременности, и вот этого мальчика Джона, которому 17 месяцев, то есть ему год и 3 месяца, да, его помещают в приют для того, чтобы, так сказать, мама могла, значит, благополучно родить второго ребенка, и, соответственно, там как раз все вот эти вот стадии, они очень хорошо видны, да, и стадия, когда ребенок как бы вот погружается в себя и утрачивает интерес к окружающему миру и не общается с другими детьми вот в этом приюте, так сказать, стадия, когда он начинает постепенно выходить из этого такого как бы аутичного состояния, когда он начинает проявлять интерес к игрушкам, в частности, вот там к огромному медведю такому, когда он начинает как бы вот общаться прежде всего, да, со взрослым персоналом и как бы вот искать, да, поддержки взрослого в этой своей трудной, эмоционально трудной ситуации. Ну и вот завершающая стадия, когда родители приходят забрать ребенка, там тоже она достаточно ярко видна. И это, в общем-то, не единственный фильм, который иллюстрирует такого рода эмоциональную динамику, да, в состоянии ребенка. Вот если говорить о том, так сказать, о тех проблемах, к которым мы с вами приближаемся, да, то там тоже можно рекомендовать некоторые очень яркие фильмы, такие документальные фильмы, которые, значит, вот иллюстрируют эти проблемы. Я имею в виду то, что мы с вами приближаемся к проблеме депривации,
проблеме депривации именно социально-эмоционального развития. Мы с вами уже говорили в связи с обсуждением сензитивных периодов развития, как тех периодов, которые подготовлены генетически и которые должны быть наполнены соответствующим опытом, который очень важен для благополучного, полноценного развития и реализации всех тех, так сказать, генетических, так сказать, возможностей, да, которые запрограммированы, да, которые даны данному конкретному живому существу, да, данному конкретному ребенку. Депривация — это как раз лишение или значительное ограничение опыта, необходимого для развития, для полноценного развития в различных сферах. В данном случае мы с вами сейчас обсуждаем социально-эмоциональную депривацию. То есть действительно недостаточность этих взаимоотношений, как их Боулби называл, взаимоотношений эмоционально окрашенных, глубоких, так сказать, личностных отношений между ребенком и взрослым. Безусловно, один из наиболее тяжелых, да, вариантов такой депривации, он наблюдается в ситуациях, когда, скажем, брошенные дети или дети из крайне неблагополучных семей попадают в учреждения интернатного типа. Это могут быть социальные реабилитационные центры, детские дома, собственно, интернаты. И, в общем-то, не во всех учреждениях этого типа на настоящий момент все-таки учтены все те рекомендации, которые дают возможность хоть как-то скомпенсировать недостаток этого семейного опыта у ребенка. И очень важный момент — это как раз понимать корни тех проблем, которые можно потом, так сказать, видеть, да, и которые зачастую, скажем, ставят в тупик приемных родителей, если они усыновляют ребенка из детского дома или из интерната и оказываются просто в удивлении, так сказать, иногда просто в шоке, да, от того, как себя ведет ребенок. И если такого рода примеры приводить, то как раз можно сослаться на фильм, который также достаточно легко найти в интернете. Фильм называется «Яблоко». Он как раз иллюстрирует один из возможных вариантов депривированного развития, депривированного социально-эмоционального развития. В данном случае это именно комплексная депривация была, не только, так сказать, социально-эмоциональная, такая материнская, да, депривация, но и депривация познавательного развития. Фильм пакистанский, документальный, и он повествует о том, как социальный работник, как некая такая новая фигура в жизни, так сказать, да, простых пакистанцев, как этот социальный работник стремится как раз компенсировать последствия депривации. Надо сказать, что у депривации на самом деле целый ряд факторов, о которых мы еще скажем. И действительно, бедность семьи, такое неблагополучие семьи, наличие каких-либо болезней у родителей, да, это действительно очень существенные факторы депривации для ребенка, который растет в такой семье. В данном конкретном фильме «Яблоко» ситуация следующая. Очень бедная, крайне бедная пакистанская семья живет примерно так. Отец семейства для того, чтобы заработать хоть какие-то средства на содержание семьи, уходит рано утром и приходит поздно вечером. Зарабатывает он очень мало, семья живет очень скудно. В семье 2 девочки. Одной порядка 7 лет, другой примерно где-то между 4 и 5. При этом их мама, она слепая. И для того, чтобы ничего не случилось, чтобы детки как-то не убежали куда-то, чтобы не попали в беду, она привязывает их
В полутемном помещении на, так сказать, освещение хорошее у них нет средств, так сказать, вот в этом доме конкретном нет вот таких вот, так сказать, больших окон, в которые бы попадал яркий свет. То есть в квартире практически все время некоторый полумрак вот в этом доме. И она этих девочек привязывает к ножке стола, и они вот так вот, так сказать, по кругу, привязанные за ноги, так сказать, за эту ножку стола, вот они таким образом, так сказать, существуют. То есть понятное дело, что в этой семье крайне мало каких бы то ни было там игрушек для детей, каких-нибудь развивающих игр или чего-нибудь еще такого в этом роде. И вот таким образом эти девочки, в общем-то, провели большую часть своего детства. В эту ситуацию вторгается вот этот социальный работник, которая под угрозой того, что, так сказать, вот этих детей отнимут и поместят в какой-либо приют, настаивает на том, что она будет регулярно приходить и, так сказать, заниматься развитием этих девочек, развитием этих детей, так сказать, знакомством их с окружающим миром, с различными правилами поведения и так далее, и так далее. И вот там как раз в этом фильме заснят эпизод, когда социальный работник берет старшую девочку, ей около 7 лет, берет старшую девочку и просто выводит ее на улицу. Да? Она ведет ее, естественно, за руку, контролирует, так сказать, ее действия, заботится о ней, наблюдает за ней. И вот как себя ведет эта девочка. Это очень характерно для как раз ребенка с депривацией и очень ярко демонстрирует то, как может себя проявлять и так называемая коммуникативная некомпетентность, да? И вот какие-то, так сказать, просто так сказать, недостатки элементарных знаний об окружающем мире. Девочка очень многому удивляется, как-то ведет себя достаточно тревожно, так сказать, ее многое пугает. У нее наблюдаются некоторые такие импульсивные действия, то есть она просто не понимает, как себя вести в той или иной ситуации. В частности, они проходят мимо уличного торговца, и вот в этом небольшом пакистанском городке, и этот уличный торговец, он там всяческими мелочами, значит, на своем небольшом прилавочке торгует, и девочку, которую привлекают, так сказать, вот какие-то предметы на этом прилавке, ну, так сказать, никто, понятное дело, ее не учил тому вообще, как надо в этой ситуации себя вести, она просто хватает то, что ей понравилось, и пытается идти дальше. Да? Ну, вот социальный работник пытается ей как-то объяснить, что к чему, как себя надо вести, так сказать, какие здесь правила поведения и так далее. Значит, этот социальный работник стремится к тому, чтобы девочка устанавливала контакты со взрослыми. Там появляется еще один взрослый. Взрослый угощает эту девочку яблоком. Вот, собственно говоря, этот предмет дал название фильму. Девочка, значит, берет это яблоко. Спасибо, понятное дело, не говорит, не воспитана в этом плане, да, не приучена. И постепенно, так сказать, вот те ситуации социальные, которые, значит, этим социальным работникам устраиваются, да, они начинают включать вот то, что эта девочка встречается со сверстницей. И вот очень характерно она себя ведет, желая установить контакт вот с этой девочкой, другой. Да? Она пытается ее угостить яблоком. И как же она это делает? Вместо того, чтобы, так сказать, предложить ей яблоко и сказать, вот я хочу тебя угостить, такое большое вкусное яблоко, вот, пожалуйста, возьми. Нет, конечно, этого ничего нет. Она берет и этим яблоком ударяет другую девочку по голове. То есть это еще одна иллюстрация вот такой недостаточности, да, коммуникативной компетентности. Ребенок просто не умеет общаться. Он просто не знает, как себя вести в этой ситуации, хотя вот этот вот импульс нормальный, так сказать, детский импульс установить какие-то отношения, дружеские отношения со сверстником, он есть. Но как его реализовать, девочка не понимает. И такого рода примеров там достаточно много.
Вот, так сказать, один из примеров, так сказать, в данном случае можно посмотреть фильм, это легко сделать. Один из примеров того, как может, так сказать, себя вести ребенок с депривацией развития, да, с депривацией социально-эмоционального развития. Но в данном конкретном случае, в случае этого фильма, это была, конечно, комплексная депривация, потому что у этих девочек явно был, так сказать, недостаточный запас знаний об окружающем мире, да, понятное дело, недостаточный словарный запас и так далее, и так далее, да, и вот это, безусловно, очень такой яркий, да, пример того, вообще как бывает. Да, зачастую в это достаточно трудно поверить. Вот эта вот недостаточность, да, знаний об окружающем мире, она может проявляться самыми неожиданными образами. И я могу привести несколько других примеров для того, чтобы как-то сориентировать вас, да, в том, что бывает. Да. И вот, естественно, я еще раз хочу подчеркнуть, что эти все примеры достаточно актуальны для того, чтобы можно было лучше понимать особенности поведения детей, которые имеют вот эту депривацию развития, особенно депривацию социально-эмоционального развития, то есть какие-либо вот эти травмы привязанности и те странные формы поведения, которые, в общем-то, вот приемные родители должны каким-то образом компенсировать, да, так сказать, каким-то образом с этим справляться. Давайте начнем с примера, который описан в литературе и который как раз, наверное, ценен тем, что там была предпринята попытка скомпенсировать последствия депривации. И в этом конкретном случае очень ярко было видно то, насколько это длительный, кропотливый процесс и трудоемкий процесс. Значит, вот случай немножко, так сказать, перекликающийся с тем, что было заснято в фильме «Яблоко», о котором мы только что говорили. Значит, только это уже, значит, случай, который был зафиксирован в одной из стран социалистического лагеря вот в то время, когда, значит, вот у нас были вот эти, так сказать, лагеря, да, социалистические, капиталистические. Ситуация там была такая. В семье родились мальчики-близнецы, и до 1,5 лет в семье все было благополучно. Когда мальчикам было 1,5 года, их мама умирает, на смену ей приходит мачеха, которая как бы изолирует этих детей в ванной комнате. То есть это вот полутемное помещение. У них там минимум игрушек, которые, так сказать, у них был на момент смерти мамы. Их там как-то минимально кормят. Понятное дело, там не там, на прогулку во двор, там не в песочницу, не потом в зоопарк там, или на какой-нибудь спектакль или там еще, так сказать, на какие-нибудь детские мероприятия. Ничего этого не было. В 6-летнем возрасте этих детей обнаруживают случайно. И, в общем-то, начинается вот этот процесс диагностики и процесс, так сказать, попыток скомпенсировать вот эти последствия депривации. В данном случае, как вы понимаете, депривация длилась 4,5 года, с 1,5 лет до 6. Замечательно, здорово, что она не началась с самого начала, так сказать, жизни этих детей, что все-таки первые 1,5 года прошли благополучно. И что обнаружили психологи, которые начали проводить диагностику? Они измерили, естественно, коэффициент интеллекта. И при том, что, конечно, у детей не было никаких, так сказать, органических или генетических нарушений, вот каких-то предпосылок для умственной отсталости, их коэффициент интеллекта составил менее 70 баллов. Да, так сказать. То есть это соответствовало вот стадии, так называемой стадии дебильности, да, или стадии, так сказать, легкой степени умственной отсталости или умственного дефицита. Значит, что еще имело место? Понятное дело, что дети, у которых не было достаточно движения, которые не были достаточно, так сказать, достаточно времени на солнце, то есть вообще не были с 1,5 лет, у них была низкорослость, маловесность, у них был крайне бедный словарный запас, потому что вот все то, что, так сказать, в начале речевого развития они приобрели, так сказать, больших добавок там, так сказать, не было. В
течение этих 4,5 лет. То есть там ни сказки никто не рассказывал, ни книжки никто не читал, вот ничего такого, естественно, не было, да. То, что мы как бы вот представляем себе нормальной, так сказать, жизнью ребенка-дошкольника, да, вот эти вот игры, чтение книжек, там, рассматривание картинок, там, да, походы всевозможные, ничего такого не было. И, в общем-то, вот психологи, установив, что имеет место и отставание физического развития, и отставание психического развития, они разработали интенсивную программу реабилитации этих детишек, то есть программу преодоления последствий депривации. Понятное дело, родители были лишены родительских прав, быстро нашли приемную семью для этих детей. И программа состояла в том, что, во-первых, да, так сказать, обеспечивали социальные контакты этих детей со сверстниками, и для этого их подсаживали в те группы детского сада, которые в какой-то степени подходили им по именно психологическому развитию. То есть ни в коем случае не к шестилеткам, потому что там и словарный запас другой, вообще игры другие, все другое. Их подсаживали в более младшие группы для того, чтобы они постепенно подтягивались, да, и постепенно, так сказать, переводили из группы в группу. Понятное дело, что там были очень интенсивные занятия с педагогами и психологами. И, в общем-то, вот очень показательно, да, что значит, эта программа все-таки увенчалась успехом, то есть их удалось довести до нормального, так сказать, уровня интеллектуального развития при помощи вот этой интенсивной программы. Но это удалось сделать к 14 годам этих детей. То есть эта реабилитационная программа, она шла 8 лет. С 6-летнего возраста этих детей до возраста 14 лет. То есть это показывает то, насколько тяжело, долго приходится, так сказать, преодолевать, да, последствия депривации в том случае, если действительно вот было какое-то лишение очень важного опыта для развития, да, или, так сказать, значительное ограничение этого опыта, который был бы усвоен, что называется, с лету полноценно и с огромной пользой тогда, когда были вот эти вот сензитивные периоды и речевого развития, и социально-эмоционального развития, то есть как бы установление контактов со сверстниками, да, развитие игровой деятельности ребенка и так далее, да. Вот это очень такой яркий пример. Да. Ценность его, конечно, в том, что он очень богато задокументирован, этот конкретный случай. Ну и вот я бы хотела, наверное, на следующем занятии продолжить некоторые примеры для того, чтобы вы могли сориентироваться в нашей современности. И мне кажется, сейчас в заключение вот этого нашего занятия имеет смысл подчеркнуть, что вот в случае, да, вот такого депривированного развития, да, мы с вами действительно должны очень, во-первых, внимательно, да, наблюдать за тем вообще, что происходит, и пытаться понять вот эти причины, корни того или иного поведения, и вот понимать то, что, значит, реабилитация, вот это, да, преодоление последствий депривации, оно может быть длительным и трудоемким. И в заключение я хотела бы перечислить некоторые факторы депривации, да, которые как бы вот по мере того, как они накапливаются, они, в общем-то, начинают давать все более тяжелые последствия. Естественно, вот мы с вами говорили о некоторых, так сказать, наиболее грубых вариантах, да, это вариант изоляции. Вот в данном случае те 1,5-годовалые мальчики-близнецы, которые были посажены в ванну мачехой, да, это, в общем-то, вот такая вот изоляция, так сказать, ее пример, изоляция детей от общества, да. Безусловно, самые грубые, так сказать, случаи – это, конечно, так называемые дети Маугли. То есть вот в южных странах, в жарких странах, в общем-то, это действительно бывают, так сказать, те самые случаи, когда дети попадают в животное сообщество, чаще это волчья стая, да, и начинают, так сказать, вот бегать на 4 конечностях, все хватать, так сказать, ртом, а не руками, да.
И это, конечно, тяжелейший случай, практически вот нереабилитируемый. Но вот в нашей, так сказать, полосе, да, в, так сказать, условиях российской природы мы на самом деле можем видеть детей, которые приближаются в какой-то степени к детям Маугли, когда, допустим, крайне неблагополучная семья, родители ведут асоциальный образ жизни, вообще не смотрят за детьми, и порой в социальные реабилитационные центры попадают дети, ну, которые, например, жили вместе с собакой в собачьей будке, собака их согревала, так сказать, в разные холодные, так сказать, времена года, делилась с ними каким-то своим там скудным пропитанием, да, и вот они практически не говорящие могут попасть в социальные реабилитационные центры, и там уже, конечно, начинает включаться искусство педагогов, воспитателей, психологов для того, чтобы пытаться, так сказать, этих детишек как можно, так сказать, лучше вернуть в человеческое общество и привить им, так сказать, все те социальные навыки, да, развить все те компетенции, которые очень важны для полноценного существования в, так сказать, детском социуме и для полноценного взросления. Это, так сказать, наиболее грубый там вариант. Да? Есть варианты, конечно, более легкие. И вот мы с вами должны понимать, что депривированное развитие может иметь место и в том случае, если ребенок находится в учреждении интернатного типа, да, в детском доме или в интернате. Да? Но эти, так сказать, явления депривации могут иметь место и тогда, когда ребенок воспитывается в семье и даже порой в полной семье. То есть вот эти вещи тоже надо понимать. И вот если перечислять вот эти факторы, которые могут усугублять явление депривации, в том случае, если ребенок воспитывается в семье, даже если это семья полная, то это вот то, что в частности мы только что иллюстрировали вот в этом фильме «Яблоко». Значит, случай, когда семья крайне бедная, то есть она не в состоянии обеспечить ребенка какими-либо там игрушками, какими-либо книжками и так далее, да, зачастую даже полноценным питанием. Это семья, в которой родители имеют какие-либо серьезные заболевания. Вот в случае фильма «Яблоко» это была слепота мамы. Но, так сказать, это могут быть и психические заболевания родителей, которые, конечно, так сказать, могут привести к тому, что они просто не понимают, как общаться с ребенком, как правильно это делать, как его воспитывать. Далее, безусловно, фактором депривации является то, что родители как бы очень загружены на работе и не могут уделять достаточное внимание своим детям. Фактором депривации также является то, что родители не проявляют вот этой эмоциональной теплоты, потому что бывают очень как бы холодные родители, да, холодные мамы, довольно, так сказать, нередко, такие как бы солдафончики, что ли, да, которые там детьми командуют, которым, так сказать, сложно, да, проявить какую-то ласку, участие, понимание ребенка. И не хватает вот именно вот этих вот эмоционально насыщенных, глубоких, личностно окрашенных отношений. Это тоже фактор депривации. Фактором депривации является на самом деле и многодетность. Как не, так сказать, грустно об этом говорить, особенно в том случае, если расстояние во времени между рождениями детей достаточно малое. Да? Допустим, дети-погодки, и их много, и родители не справляются с тем, чтобы, так сказать, с детьми заниматься. Все-таки как бы передача каких-то знаний от ребенка к ребенку – это крайне ограниченный, недостаточный вариант, это не воспитание. И, в общем-то, это действительно может быть серьезным фактором депривации. И, в общем-то, действительно многодетные родители должны об этом знать. Безусловно, фактором депривации является низкий, так сказать, образовательный уровень родителей, да, низкий культурный уровень развития родителей. И вот если говорить о факторах депривации развития ребенка в полных семьях, то, безусловно, надо понимать, что здесь как раз могут быть проявления
того, что, допустим, у родителей, да, в своей неблагополучной семье, да, развился какой-либо, так сказать, вот не вполне благополучный стиль привязанности, сформировался, так сказать, недостаточно благополучный стиль привязанности, там избегающий или амбивалентный, и они вообще, так сказать, не получили вот этого опыта, так сказать, правильного семейного общения, правильного семейного воспитания, и они фактически, как бы, не умея это делать, передают дальше эстафету этим детям, да. То есть они сами получают вот этот вот дефицит, как бы опыта, да, заботы, внимания, ухода, эмоционального участия, и так далее, да. И, в общем-то, вот если кто-либо не задумается, как бы вот в этой цепочке поколения о том, что же происходит, и не начнет осознавать ситуацию, эта ситуация может продолжать передаваться из поколения в поколение, и это серьезная проблема. На этом наше сегодняшнее занятие мы с вами заканчиваем. Эту тему мы еще немного продолжим, приведем некоторые примеры из нашей, так сказать, современной практики. И вот в настоящий момент я с вами прощаюсь, а теперь вопрос.